Но это не, ну, грубо говоря, не показатель того, что это светодиодный светильник какой-то опасный, а просто близкое расстояние, большой световой поток. Поэтому он и плоский. То есть функция безгранична. Но такого мы еще не встречали. Хотите узнать больше о светодиодных светильниках, но боитесь задать слишком нестандартный вопрос? Мы зададим вопросы профессионалам за вас, а они расскажут, как все есть на самом деле. Представляем рубрику «10 нестандартных вопросов». Сегодня на ваши вопросы отвечает Иван Медведев, сотрудник инженерного отдела компании «СД Свет». Где в светодиодном светильнике лампочка, он же плоский? Понятие лампочки относится именно к старым люминесцентным лампам накаливания, газоразрядным, потому что там использовался совсем другой принцип розжига и так далее. Светодиод — это отдельный источник света, который работает абсолютно по другому принципу, иной форм-фактор, иное место установки, то есть это по большей части небольшие кристаллы, которые размещаются на печатной плате, соответственно, которые уже устанавливается сам светильник. То есть там, в принципе, толщина одного светодиода составляет там порядка, наверное, миллиметр-полтора вместе с подложкой. Поэтому он и плоский. Можно ли одним светильником осветить весь аэропорт? Нет. Я думаю, что нет, потому что один светильник — это слишком мало. Для таких глобальных проектов всегда разрабатывается некий план, да, проект светотехнический, по которому закладывается определенное количество светильников, которые позволят создать требуемую нормами освещенность. Поэтому одним светильником точно нет. Светодиодные светильники можно использовать только в помещении? Нет, конечно. Светодиодные светильники, так же как и любые стандартные источники света, на данный момент уже могут использоваться практически повсеместно. Для освещения улиц, дорог, я не знаю, под водой, в бассейне и так далее. То есть функция безгранична. Правда ли, что если пользуешься светодиодным светильником, не придется платить за электричество? Конечно, придется. Светодиодный светильник, как и любой другой источник света, он потребляет электроэнергию. Как ни крути, но при этом он в разы экономичнее обычных светильников. То есть платить придется, но раза в 3-4 меньше. В Америке тоже есть светодиодные светильники, или это российская разработка? Светодиодные светильники есть повсеместно. Вообще, если взять историю, то разработка, если я не ошибаюсь, это японский ученый, который разработал синий светодиод, на базе которых сейчас и реализуются все светодиодные светильники. Я слышал, что существуют светодиодные фитолампы. С ними урожай будет круглый год? В принципе, задумка именно в этом. Главное тут вопрос в том, чтобы подобрать правильную фитолампу для той плантации, я не знаю, урожая, в общем, того, что ты выращиваешь, потому что фитолампа обеспечивает необходимый диапазон длины волн, который требуется для того или иного конкретного растения. То есть нет чего-то общего. То есть для каждого растения необходим свой спектр, поэтому если все подобрать грамотно, то да, можно хоть каждую неделю собирать. Очень мощный светодиодный светильник может работать как лазер? Нет, конечно, это совсем другие технологии. Конечно, там некоторые умы рассказывали о том, что лазерами возможно создавать светильники, но такого мы еще не встречали, поэтому нет. Можно управлять светильником с телефона? Сейчас есть технологии, которые позволяют подключаться контроллером, то есть это по большей части относится к системам «Умный дом» и так далее. То есть тут вопрос идет в том, что управление возможно даже не только светильником, а в принципе освещением целого дома, магазина, объекта и так далее. То есть необходимое приложение устанавливается в телефон, с которого идет включение-выключение светильника. Если мы говорим про домашние условия, есть варианты изменения цветовой температуры, если это RGB какие-то светильники. То есть в принципе, да, такие технологии есть. Разноцветные светодиоды действительно разноцветные сами по себе? Тут какой вопрос? По большей части это относится, наверное, к технологии RGB светодиодов. То есть там, да, по сути, вместо одного стандартного диода на точку устанавливается
3 светодиода с разным цветом свечения, то есть это красный, зеленый и голубой. Вот, соответственно, которые дальше впоследствии, да, при включении там интенсивности одного или другого светодиода создают температуру свечения практически любую. Если долго смотреть на светодиодный светильник, можно навредить глазам. Ну, тут вопрос в том, что это за светодиодный светильник, насколько правильно он сделан. То есть, соответственно, если мы говорим там про прожектора, которые используются для освещения стадионов, то, конечно, мощность светового пучка такова, что с близкого расстояния может навредить человеческому взгляду там, без особых проблем. Вот. Но это не, ну, грубо говоря, не показатель того, что это светодиодный сам светильник какой-то опасный, а просто близкое расстояние, большой световой поток. Вот. А если рассматривать варианты обычных стационарных светильников для офисных помещений и так далее, то они обычно реализуются с рассеивателями, либо там технология там, торцевого свечения применяется, которая позволяет убрать нагрузку на глаза у людей, которые находятся под таким освещением.